Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео я покажу вам блески для губ On Color, которые выходят в 8 сладких вкусах и оттенках. Если вам это интересно, поехали! Этот соблазнительный и милый блеск для губ выходит в 8 оттенках, обещает нам 2 финиша, кристально чистый и мерцающий. И Oriflame предлагает нам выбрать сначала послевкусие, то есть финиш, который мы получим, а затем вкус. В этом финише мы выбираем один из 4 оттенков. И обогащен этот блеск для губ витамином Е, который здесь из шиповника для мгновенного увлажнения губ. Производство у блеска Индия, и все малышки созданы в абсолютно одинаковом дизайне. Это значит, что если у вас будет 2 или 3 блеска в косметичке, вам будет очень сложно отличить один от другого. И для удобства нанесения здесь сделали скошенный кончик, и сейчас я его как раз испытаю в действии на первом оттенке. Начинаю я с мерцающего финиша 46587 кристальный кокос. Чтобы использовать блеск, надо сжать тюбик. Обратите внимание, как сильно я сжимаю тюбик, а он у меня новый, и еще блеск не появляется. И Oriflame говорит нам, что надо нанести этот продукт на нижнюю губу, а потом сомкнуть их. Мне нравится, что мерцающий финиш здесь влажный. Здесь нет ярко выраженных блесток, нет каких-то крупинок сверкающих, просто мерцающее сияние. Даже интересно, какой будет финиш кристально чистый, который заявлен. Но здесь приятно выглядит блеск на губах, как вы считаете? То, что мне было интереснее всего, это будет ли здесь аромат кокоса или сладость какая-то. Нет, это абсолютно вот традиционный блеск для губ, и нет вообще у него какой-то отдушки, может быть, ну, какая-то вот совсем прям еле-еле заметная, но парфюмерную я вообще не чувствую. Девочки, которые не любят ароматную косметику, точно оценят этот продукт, потому что запах не ощущается совсем. 46588 розовый лимонад. И там был блеск у нас абсолютно прозрачный, а здесь небольшой персиковый подтон, оттенок груши в этом блеске. Вот здесь сияние уже сильнее выражено. Мне кажется, что там было больше высветленного оттенка, ну, кокос все-таки, а здесь вот я уже вижу персиковый отлив. Ну, пока мне кажется, что вот абсолютно все равно, какой блеск заказывать, а самое главное, хотите ли вы ощущение влажных губ. 46589 это манго. И да, вот здесь оттенок выходит из тюбика более насыщенный желтый. Поразительно, но у этого блеска я ощущаю аромат манго. Ярко выраженный. Слушайте, прям точно пахнет манго. На губах, на мой взгляд, да, мерцающий блеск с влажным финишем. Очень приятное, комфортное покрытие. Блеск не липкий. Ну, в целом, мне очень нравятся блески Oriflame. И по текстуре On Color, несмотря на то, что это бюджетная линейка, он не уступает. Ну, единственное, что очень маленький, конечно, тюбик, а блеска по качеству на губах очень приятно лежит. Мне стало интересно, есть ли аромат у предыдущего блеска, ну, знаете, прям вот еле-еле уловимый. Манго гораздо более яркий запах. И выходит эта коллекция блесков, я думаю, в поддержку к запуску нового парфюма О Sweet Gelato Vibes. Здесь ключевая нота – это манговое мороженое. Некоторые оттенки перекликаются, там черная смородина, по-моему, с нотами данного парфюма. Посмотрите обзор, где я рассказываю об этом аромате и о своих впечатлениях. А пока давайте протестируем следующий блеск. 46590 малиновый крем. Ну, оттенок мы предполагаем, какой будет у этого блеска. Розовый, насыщенный. Вот интересно, что сам тюбик окрашивается в розовый оттенок, а на губах практически его не видно. Ну, вот таким образом выглядит малиновый крем. И да, вот я когда наношу, есть в воздухе что-то еле уловимое от аромата малины, чуть сладковатого, но
Я пытаюсь понюхать вот этот носик, которым я наношу блеск на губы, и аромат я не ощущаю совсем. Напоминаю вам, что 4 первых оттенка были с мерцающим финишем, и теперь мы переходим к чистым глянцевым. И первый же блеск, обратите внимание, какой он, это ваниль. Это 46591, он белый и даже какой-то вот непрозрачный выглядит. Честно говоря, сильной разницы не вижу. И там деликатное сияние. Но хоть какое-то различие, видимо, должно быть в них. Поэтому ваниль с кристально чистым глянцевым финишем к вашему рассмотрению. Аромата, кстати, по-прежнему я не ощущаю. 592 персиковый леденец. И он довольно ярко выглядит в тюбике. И я думаю, что на губах тоже будет небольшой оттенок. Я вижу, что блески, которые заявлены с кристальным финишем, они менее прозрачные. Формула совершенно не липкая, невесомая просто на губах. И вы можете носить данные блески как соло. Плюс здесь еще ухаживающий эффект антиоксидантный от витамина Е. Так и наносить на вашу любимую помаду, чтобы добавить ей влажности, вот такого вот глянцевого, либо сияющего блеска. 46593 черная смородина. Ожидаемо здесь темный оттенок у блеска. Я, кстати, такие больше всего люблю. Все вот это, что в конце линейки, вишневое, смородиновое, винное. Так как это блеск для губ, ярко выраженного такого оттенка здесь нет. И ароматов я вообще не ощущаю. Пишите потом в комментариях, как у вас будет с запахами, потому что манго был очень яркий, остальные все либо без какого-то намека на аромат, либо еле-еле уловимые. Кстати, на мой взгляд, именно у этого блеска самый выраженный розовый оттенок, и лучше всего видно глянцевый финиш. Видимо, из-за того, что оттенок мы видим, и сразу же видно, что здесь нет сияния, а именно влажность на губах. Ну и фирменный блеск этой линейки 46594 Dulce de Leche. Знаете, приходишь в ресторан, и там фирменное блюдо с названием ресторана или коктейль. Соответственно, самый фирменный блеск будет иметь вот такой оттенок ириски и аромат сладкой конфетки. Посмотрите мой обзор на классическую версию парфюма. Там я рассказываю про это лакомство. Запах такой сладкий и ощущения на губах. Но, кстати, сладости от вкуса нет совсем. Не рассчитывайте на это. Dulce de Leche — это блеск в теплой гамме. Мне кажется, отлично подойдет девушкам осеннего и, может быть, даже летнего цвета типа. Очень милая, на мой взгляд, коллекция с ароматными и вкусными названиями. Прямо сейчас я возьму телефон и сниму видео-кружочек в мой телеграм-канал Баблик, чтобы поделиться своими впечатлениями. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И делитесь в комментариях, видите ли вы разницу между кристаллами, кристально чистым глянцевым финишем, либо мерцающим, и какие из оттенков понравились вам больше всего. Может быть, вы подобрали себе парочку для покупки. Мне будет все интересно почитать. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новое видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.